в лед ходники пока после операции. Раздробилась нормально там кость. 2 осколка было, плюс ну, как по косой лопнула кость и пришлось пересобирать. Ну, короче, там вариантов консервативного лечения не было. Только операция с установкой пластины. Я тут приотачу снимок, как постепенно становлюсь киборгом. Делали операцию под местной анестезией, то есть полностью меня не отрубали. В принципе, анестезиолог Олег Николаевич руководствовался принципом минимальной достаточности. В процессе операции я особо ничего не чувствовал, ну, только кости когда там дергали. Так, болевых ощущений не было. Теперь надо несколько дней отлежаться, сейчас рана затянется. И потом сказали, можно уже начинать реабилитацию делать. По самой операции еще расскажу немного. В принципе, я тут в сознании был все время. И чувствовал там, как кости сопоставляли, как присверливали пластину. Ощущение, конечно, что тебя там шуруповертом просверливают отверстия, молоточками подстукивают. Короче, интересный опыт. Вот, но в принципе сама по себе процедура она не болезненная, хотя сейчас наркоз отходит и рана болит. Ну, тут логично, потому что там мало того, что кости опять поворушили, и плюс сопоставили еще, присверлили пластину, чтобы зафиксировать кости в одном положении, иначе по-другому там ключичная кость не срастется. За мою жизнь это, наверное, первая именно операция, когда ты лежишь на операционном столе, над тобой вот этот светильник операционный с кучей лампочек, супер яркий. В принципе, за свои 44 года у меня были травмы и хирургические вмешательства. Еще в университете на 3-м курсе мне исправляли переносицу, потому что у меня было искривление и правая ноздря не дышала. Там тоже делали под местной анестезией и просто через ноздрю щипцами удаляли часть хрящевой ткани. Боли как таковой не было, но когда ты чувствуешь, как у тебя внутри головы отламывают косточки, такое себе ощущение. Ну, вот. Потом травма молодости у меня была, это авария на мотоцикле. Тогда я получил компрессионный перелом 2 нижних позвонков. Лечения не делали, ну, как такового лечения не было, просто нужно было лежать на растяжках и ждать, пока позвонки срастутся. Поэтому они у меня до сих пор там немножко неправильной формы, но в принципе на функциональные качества не влияют. Единственное, есть теперь ограничения по подъему веса и по ударным нагрузкам на позвоночник. Что еще? Потом, когда-то я на джамперах решил бегать и тоже подскользнулся, упал с высоты джамперов. У меня, в принципе, был перелом, даже, наверное, трещина в локтевом суставе левой руки. Она, в принципе, тоже не требовала никакого там оперативного вмешательства, просто зафиксировали, походил в повязке и, в принципе, зажило все. И вот это у меня такой первый серьезный перелом, который потребовал оперативного вмешательства с установкой еще и пластины титановой. То есть, в принципе, у меня такой флеш-рояль. То есть решил по максимуму снять, получить опыт. Да, ну а еще, если кто-то думает, что я сломался, там, доездился, вот, сидел бы дома на диване, то нет. Как только я пройду курс реабилитации и восстановлюсь, у меня еще куча планов по поездкам, по съемке.
Наташе предложил начать бегать со мной, потому что первое время бегать я буду медленно. Как раз говорю, я быстро бегать не смогу, а тебе возможность начать беговые тренировки. Предложение ее заинтересовало. Так что еще подтянул супругу к спортивным активностям. Ребятки, травмы бывают. Без этого ни один вид спорта не обходится. И это ненормально, но в принципе возьмите там любого более-менее спортсмена, который катается много и в сложных условиях, то у него будет там букет целый из переломов там и прочих неприятностей. Это нормально. Ну вот за свои уже там пробег у меня суммарный 1040 километров на велосипеде. Это, в принципе, у меня первая такая серьезная травма. Если пересчитать статистику травмоопасности на километр, то там циферка получится такая мизерная, что это безопаснее, чем летать на самолете будет. Я теперь в таких огромных минусах перед любимой, вы себе не представляете. Я просто уже не знаю, что мне нужно будет сделать для того, чтобы восстановить баланс плюсов и минусов. Ну, подумаю, вот как раз есть время поразмыслить об этом. Привет, котики. У меня второй день после операции. Операцию делали вчера в 10 утра. Сегодня уже 23 марта, 8 утра. Рассказываю про свои отходники. К вечеру анестезия попускать стала. Ну, вернее, она практически полностью отпустила. Укололи мне еще антибиотик. Там, так понимаю, это по протоколу положено. К вечеру поднялась еще температура до 38, стала колбасить. Антибиотик такой болючий, капец вообще. У меня уже не сколько болело само место операции, сколько правая полупопия после укола. Плюс еще это торчит у меня катетер. Зараза еще та. Короче, несколько точек болевых. Ну, на вечер сделали укол обезболивающего, выспался шикарно. Сейчас чувствую себя прекрасно. На улице опять зима. Начался снег. Смотрю, утром проснулся, все опять в снегу. Не отпускает что-то нас в этом году зима. Вот, что еще? Читаю, Женя, твою книжку. Про що я мрію, коли їду на велосипеді. Выздоравливаем, короче. Почему так получилось? Тут целая история. По большому счету надо было делать операцию сразу, но такой перелом хитрый получился, что на первых снимках его диагностировали как просто перелом со смещением. Врач в emergency поставил на место кость, там сделали мне эту повязку. В принципе, сказали, что вроде при такой схеме должна нормально консервативная схема срастись, но, как выяснилось уже на операции, перелом был больше и сложнее. Там аж 3 осколка было, плюс осколки торчали еще по проекции, получается, вперед. Когда на рентгене делали снимки, их там практически не видно было, как они в какой позиции были. То есть по большому счету надо было, наверное, как-то просвечивать там, или КТ делать. Вот. Ну, в итоге, получается, в пятницу на повторном контрольном рентгене увидели, что кость вообще лежит не так, как надо, и в итоге было принято решение делать операцию, ставить титановую пластину, репозицировать кость и все это дело собрать до кучки. Ну, все сделали. Теперь выздоровление. Да, рана побаливает еще немного, но, вы знаете, легче стало после того, как кость на место поставили, потому что до этого какие-то движения правой рукой были проблематичные, то есть всегда отдавала там боль. Ну что, котики, после операции прошло 3 недели уже, так, сейчас не бегу, а то прыгает сильно. Пролежал я, ну как, пассивно просидел я буквально 2 недели. То есть в понедельник мне сделали операцию, через воскресенье я уже не выдержал, побежал.
Думаю, выйду, пойду, похожу по стадиону хотя бы. Типа быстрым шагом, вот так. В итоге прошелся я один круг и побежал. Значит, руку зафиксировал. В принципе, тут главное, чтобы сустав не дергался во время бега. Там рука, в принципе, плотно примотана к телу. И я уже в таком режиме бегаю практически каждый день. По 10 километров. Сегодня вообще прекрасная погода, суббота. Решил побежать по большому маршруту сортировка. Это где-то тут километров 17-18. Прекрасно себя чувствую, прям вы знаете, как только начал бегать, вообще так стало мне быстро заживать кость, я вот прям чувствую, как она срастается. Вот. Ну и, конечно, соскучился. Все-таки 3 недели суммарно у меня было такой пассивной, 3 пассивных недели, когда, в принципе, там особо и ходить не мог. Поэтому сейчас, конечно, балдею, получаю удовольствие. Побежали дальше. Этот маршрут вы знаете, я вам его уже показывал. Всем привет! Сегодня у нас 11 августа. Нахожусь сейчас в Турции, в горах Анталии. Выехал, вернее, нашел велосипед в аренду. Велик, правда, так себе. Ну, МТБшечка. В принципе, все на ней работает. Тяжеленькая, старенькая, но едет. Фу, жарко сегодня вообще капец. Температура где-то 40 плюс. В горах, наверное, еще больше. Уже сделал 400 метров подъем. Да не, уже, наверное, 500. Вот оттуда поднимался, там поднимался и еще ехать туда, короче. Сделал кружочек такой в Анталию по из Кемера вдоль моря, а назад по горам, короче, поехал. Ну, не хотел возвращаться по одной и той же дороге. Но, тем не менее, хочу подбить видео про мой перелом. За прошедшее время кость срослась уже достаточно хорошо. Я уже катаюсь много, катаюсь осторожно по мере возможностей. Тем не менее, назначили снятие титановой пластины назначили на ноябрь. Соответственно, с ноября будем открывать опять зимние покатушки. Правда, не знаю, что вам еще снимать, но придумаем что-нибудь. В принципе, эпопея эта, считаю, закончилась относительно благополучно, как настолько благополучно, насколько могла закончиться благополучно. Главное, чтобы был в шлеме, башка целая, все остальное срастется. Ну, время обидно, потерял немного. Поэтому впереди у нас с Юрой такой планчик вырваться на 5 ходовых дней на Розовый Севаш. Короче, поедем мы с Новоалексеевки, Генического района и до Одессы. Там у нас 4 ночевки, 5 ходовых дней. Хочу снять отдельно серию про это путешествие. Назовем мы его «Розовая мечта 2». Все, а пока всем спасибо за просмотры и пока, до новых встреч.